Всем привет! Сегодня на видео два видеорегистратора видеонаблюдения. XMI-евские видеорегистраторы, которые можно уже приобрести в Украине по цене закупки Алиэкспресса. Переходите по ссылке на смарт-хату или же пишите мне в личку, на почту, в Telegram. Все ссылки в описании к видео. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Считаю один из оптимальных вариантов видеорегистраторов, которые можете приобрести, подключить к ним камеры. Камеры также желательно XMI-евские с приложением XMI и ICC. Делал я вам видео по выбору камер. Кого интересует к этому видеорегистратору, какие камеры, сразу вам дам ссылки или на смарт-хату, или же на Алиэкспресс для заказа. Понятно, кто есть возможность у кого с Алиэкспресса заказывать, то ссылки также будут в описании к видео. Кому в Украине нужно, уже в Украине все есть. В комплекте идет все, что нужно. Блок питания идет и мышь. Мышь из дешевых вариантов, блок питания, как заявлено, 12 вольт 2 ампера. Ну, работают. Они работают без проблем. Какая может быть проблема? 2,5, кстати, ампера. Это если вы более объемный жесткий диск захотите установить, то туда нужно более мощный блок питания. А так, кажется, до 3 терабайт можно устанавливать, и блок питания этот тянет. Также крепление, винты крепления жесткого диска внутрь видеорегистратора. То есть весь комплект есть. И краткая инструкция. Почему инструкция такая краткая? Потому что подключение элементарное. Что вам нужно, может воспользоваться можно будет вот этими кодами, QR-кодами для скачки приложения XMI на видеорегистратор и удаленного отслеживания. Наверное, многие уже понимают, что этот видеорегистратор с приложением можно отслеживать удаленно из любой точки мира. Через интернет все это дело работает. Заходим на этот видеорегистратор и отслеживаем все камеры, которые к нему подключены. Также можем зайти через приложение на видеорегистратор, на его жесткий диск и посмотреть записанную там сохраненную информацию. Также это все делается удаленно через интернет, на смартфоне, на компьютере через программу CMS или же в онлайне, подключив видеорегистратор к монитору. Данные видеорегистраторы идут в металлических корпус. Это один из плюсов. Есть возможность установки на стену. На моем видео 16-канальный и 9-канальный вариант. Отличаются они немного начинкой. Видите, установлены радиаторы внутрь. Выходы одинаковые. В общем-то, отлично, что есть аудиовыход. Говорит о том, что вы можете к видеорегистратору подключить компьютерные колонки напрямую, без всяких переходников и не занимая один из USB портов. Подключаем колонки и в онлайне слышим аудио с камеры. Той камеры, на которую вы кликнули и в которой установлен встроенный микрофон. Переключили на другую камеру, слышим аудио с другой камеры на колонках. Подключение VGA, подключение монитора, HDMI, подключение телевизора. Также можно выводить на большой телевизор, большой диагонали через HDMI кабель видео. Подключение к интернету, к роутеру, 2 USB мышь. И также в этот USB для сброса информации можем подключить флешку. То есть с жесткого диска записанную информацию можете сбросить на флешку. Видео как делается, в какое заходить, где в меню это искать в разделе. Также у меня есть видео, оставлю ссылку. Если вдруг не оставил на что-то ссылку, спрашивайте в комментариях, читаю каждый комментарий и отвечаю. И разъем питания, все просто. Наклейка с информацией по модели. Ну и компрессия H265 формат сжатия, это очень классно. Данные видеорегистраторы поддерживают, кажется, по максимуму 5 мегапиксельные камеры. Дальше в меню посмотрим. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Простое подключение вообще без всяких проблем. Блок питания, штекер, соответствующий разъем. Перепутать что-то вообще практически невозможно. USB в любой мышь, в любое USB, вверх-вниз, не имеет значения. И монитор. В VGA кабель подключаем соответствующий разъем видеорегистратора.
Тут же можете, если нужно, колонки. Ну и интернет-кабель, имеется в виду кабель от роутера RJ45 в свободный разъем роутера и в разъем видеорегистратора. Интернет RJ45. Может видеорегистратор работать в домашней сети с камерами, подключенными также к роутеру. Находит он их в домашней сети через роутер и выводит на экран. Если у вас доступ в интернет есть, то понятно, что вы можете отслеживать через интернет регистратор камеры удаленно. Если нет интернета, просто домашняя сеть есть, то понятно, что просто вы в домашней сети, внутри сети можете отслеживать камеры, делать запись на видеорегистратор. Подаю питание на видеорегистратор. Индикация, кажется, там впереди есть питание. Да, светится такая стрелочка, вот индикация здесь. И при записи на жесткий диск будет у вас светиться индикация также. Есть варианты работы с пультом дистанционного управления, но пульта в комплекте нету. Здесь также есть индикация на RJ45. На мониторе при включении должна быть заставка. Да, вот H265+. Стандартная заставка на XMI-евских видеорегистраторах. Видеорегистратор без жесткого диска работает вообще тихо. Шума никакого нету. Вот при установке жесткого диска возможно, работа жесткого диска, как компьютер вот работает. Многие слышали. Есть вариант установить бесшумный жесткий диск. Кстати, видео делал я на канале. Кому нужна ссылка на это видео, также оставлю. Что первое, главное сменить язык на понятный. Подтверждаем все моменты. Автоматически нажал я, чтобы видеорегистратор нашел камеры в домашней сети и распределил их поканально. Такая возможность у вас есть. Если у вас камеры уже в домашней сети есть, видеорегистратор вот их ищет и выводит на монитор. То есть вот с одного клика можно полностью настроить, не вдаваясь в какие-то глубокие подробности. Рекомендуется пароль сразу присвоить, и будут ответы на вопросы, которые вам нужно записать для сохранения. В случае утери пароля вам нужно будет вводить ответы на поставленные вопросы. После того, как разобрались с паролем, возможно правой мышкой клавиши вызвать меню, зайти в меню «Система», выбрать General и сменить язык. Множество языков. Видеорегистратор перезагрузится и можно продолжать дальше работать. В этом видео я вам покажу просто немножко меню, пробежим по характеристикам, посмотрим, какие камеры можно подключать. Большое видео по меню, разбор именно меню, планирую сделать в одном из следующих видео, тем более меня просили полностью пробежаться по меню этих видеорегистраторов. Они примерно однотипные, отличаются количеством каналов, функционал в основном один и тот же. И отличаются разрешением поддерживаемых камер. Есть вот максимум до 5 мегапикселей, есть которые поддерживают уже 4К, 8 мегапиксельный вариант. Заходим в меню, и тут все уже в общем-то понятно. Главное меню: воспроизвести настройки дата, время, сеть, настройки общие, компрессия, покамерно заходить смотреть. Тревога, понятно, настраивать тревоги на каждую камеру. Управление, обновление, давайте посмотрим. Кстати, надо было, имеет новую прошивку, обновить. Давайте, в общем-то, это и сделаем. Пожалуйста, под руководством. И тут что? Главное не отключать питание видеорегистратору. Обновить успеха. Видеорегистратор перезагружается и можно с ним дальше продолжать работать. Успешное обновление прошивки. Опять заходим в меню. Пароль. Автоматически галочку можно поставить, чтобы подтягивался. Управление, что нас интересует. Раздел компьютер и цифровые каналы или режим. И тут смотрим характеристики по камерам, которые может поддерживать видеорегистратор. 4К, 16 камер. Также вы к нему можете подключить от 1 мегапиксельной камеры. Там может у кого-то 1,3 еще есть. 2 мегапиксельные,
до 8 мегапиксельных вариантов. Состояние подключенных каналов. 10 канал, вот именно у меня 8 мегапиксельная камера сейчас связана. Почему остальные камеры не подключились? Видите вы, они запаролены. Видеорегистратор их нашел у меня в домашней сети, но они запаролены, поэтому не нужно вводить пароль вручную. По режиму просмотра можете ставить различные макеты. 1, 2 камеры, вид 4, 6, 8, 9. Сколько вам угодно. Какое количество камер есть, то и ставите. Видеорегистратор поддерживает функции определения силуэта человека, записи на жесткий диск с камеры по силуэту человека. То есть не все движения, а, например, идет человек, и видеорегистратор сохраняет запись с камеры по человеку. Этой функцией также должна и обладать камера, соответственно, и видеорегистратор. В паре они будут работать адекватно. Вот XMI-евская камера и XMI-евский видеорегистратор. Человек проходит, пишется, приходит уведомление вам, если вы настроили на смартфон, что человек идет, делает фото, сохраняет это все на жестком диске. Также и силуэт человека, то есть тест лица. Имеется в виду фиксация лица человека. Будет идти человек, здесь зафиксируется лицо, сохранится. И также вам придет уведомление, что человека лицо определилось на той или иной камере. Это можно посмотреть, зайдя в тревоги, смарт-оповещения, на канал камеры. У нас 12 канал. Тестовые люди и тест лица. Все стоит. И здесь что нам сделать для этого? То есть по определению силуэта человека и по тесту лица. Запись, мобильный отчет. Обладала камера динамиком, можно включить еще сигнал тревоги, например. И также чувствительность можно выставлять. Это именно настройка камеры, настройка на канале. Вот прошел человек, только что рамка, появился значок фиксации силуэта человека. По команде запись пошла на жесткий диск, если он установлен видеорегистратор. Это что касаемо XMI-евских камер. Полная совместимость при работе с этим видеорегистратором. Но видеорегистратор также поддерживает OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей видеонаблюдения. Он может работать с камерами Dahua, с камерами Hikvision, с какими-то no-name камерами, которые также поддерживают OnVIF протокол. Но там нет гарантии, что будет работать запись даже по движению. Но сейчас OnVIF такой идет, что другие камеры с этим видеорегистратором также пишут и по движению. Но вот конкретные функции силуэт человека, функция лицо, то навряд ли будут работать. Будут работать только те камеры по этим функциям именно производителя XM. Огромный плюс видеорегистратора в том, что это центр управления с вашей системой видеонаблюдения. Хранение, управление и онлайн просмотра. Смотрите, хорошая 8-мегапиксельная камера с разрешением 4К. При таком вот даже цифровом просто увеличении, подтягивании картинки, так сказать, у нас сохраняется неплохое качество. То есть вот тут стоял бы автомобиль, можно было бы, ну понятно, не в движении, а вот, например, в небольшом движении, можно различить его номера, прочитать номера автомобиля с хорошего расстояния. Раздел компрессия, например, в настройках, покамерно 10 канал, там у меня 8-мегапиксельный вариант камеры стоит, вот разрешение 4К. И также вот можно переключать. Камера XMI можно переключать в 5 мегапикселей и в 1080p 2 мегапикселя. Соответственно, число кадров увеличится, возможность. Формат сжатия H265, чистый есть. Есть 265X. Имеется в виду, что видеорегистратор поддерживает и старый формат сжатия H264 и H265. Есть камеры, до сих пор люди используют, потому что, ну и у меня вот несколько камер XMI-евских, но еще со старым форматом сжатия. Можно их назвать древние камеры, но они работают. Работают, хорошую картинку показывают, хоть и 2 мегапикселя. Поэтому этот видеорегистратор вот такой вот универсал, который поддержит и старенькие камеры со старым форматом сжатия. Поворотные камеры также с видеорегистратором работают. Вызываем
PTZ. И вот вам повороты в любые стороны, слежение, что там вы хотите включать, пресеты задавать с видеорегистратора, запускать тур с камеры, зум. Также если камера с оптическим зумом, также будет управляться зумом, объективом. То есть меню, заходим в настройки сети. Тут же QR-код для скачки приложения. И как видеорегистратор так быстро зарегистрировался у меня в домашней сети. Включена функция DHCP, автоматическое присвоение свободного IP-адреса роутером видеорегистратору. Можно выключить DHCP и присвоить конкретный IP-адрес, и по которому вы потом, введя этот IP-адрес в поисковую строку на компьютере, зайдете в веб-интерфейс видеорегистратора. Internet Explorer, Chrome не помню, поддерживает или нет, нужно пробовать. Если на Chrome не получается, в Internet Explorer заходите и веб-интерфейс видеорегистратора, все подробные настройки его на компьютере. Также можно просматривать это все дело, управлять, поворачивать камерами, менять разные настройки, то есть глубокие настройки видеорегистратора. Можно также поставить программу CMS на компьютере, и этот видеорегистратор также там будет вот его меню. В программе CMS можно его отслеживать будет удаленно. Если веб-интерфейс это чисто в домашней сети отслеживание, а вот CMS взяли с собой ноутбук, подключились в кафе к Wi-Fi в другом городе и заходите на свой видеорегистратор через программу CMS на компьютере. Также жесткий диск просматриваете, скачиваете видео с жесткого диска удаленно из любой точки мира. То есть все моменты, все глубочайшие настройки, сетевые службы и смотрим протоколы. Что здесь нас интересует? Ну, многих FTP можно настраивать, e-mail, почту, все здесь можно настраивать. Есть вариант Wi-Fi. Если купить вот такой вот переходник, то также копейки стоит он на AliExpress. Именно чип 7601. Переходник, антенна USB. И в USB видеорегистратора в свободный подключаем ниже мыши. И у нас видеорегистратор будет работать с роутером в домашней сети по Wi-Fi. Не через кабель, а по Wi-Fi. Ну, кому это нужно, если есть кабельное подключение, возможность, то желательно кабельно подключать. Если у вас есть возможность подключить видеорегистратор не кабелем, а только Wi-Fi, например, к Wi-Fi роутеру какому-то 4G, то можно подключить его и по Wi-Fi без кабеля. При этом в настройках Wi-Fi заходим, 2 раза кликаем, включаем, ищет он свободные роутеры, то есть Wi-Fi роутеры в радиусе действия, и подключаете его. Также вопросов никаких нету. 9-канальный вариант подключаю. Вот такая вот у него заставка. Давайте проверим его характеристики. Режим 4К 9 каналов. То есть поддержка 8 мегапиксельных камер, только 9-канальный вариант. Все так же. Обновление, давайте глянем на это. Есть, имеет новую прошивку. Есть обновление. Все отлично. Система обновляется без вопросов. Тест лиц, да, лица есть. Ну и силуэт человека также есть. Зайдем для подтверждения на тревогу на 6-ю камеру, которую он нашел в домашней сети. Тестовые люди, тест лица. Все это имеется. Видеорегистратор также такой же, с таким же функционалом, как 16-канальный. Только он вот 9-канальный вариант. На сегодня все. Вкратце показал вам, рассказал, что имеется в этих видеорегистраторах. Более подробно ждите других видео на моем канале. Кому нужны видеорегистраторы в Украине, пишите Telegram, Instagram. На все отвечаю, стараюсь. Комментарии все читаю, захожу, отвечаю также. Подписывайтесь на канал. Чат в Телеграме не забывайте переходить. Общение именно коллективное. Ну и мой телеграм-канал. Обязательно подпишитесь. Делюсь с вами новинками. Все, что есть, все, чем сам пользуюсь, что тестирую, вам также показываю. Всем удачи, до следующих видео.